привет, маленькая моя, привет. Катя, привет. Ай, молодец, привет, говорит. Друзья, я вас всех приветствую на нашем канале. Так, мы собрались, сейчас кое-куда поедем по делам нашим домашним, да? Да, маму ждем маму и Артемку, они сейчас одеваются и выходят. А мы уже здесь в машине ждем, потому что эта гонщица вообще просто, она все, она влюблена в эту машину. Она здесь может сутками сидеть, я вам говорю. Ну, днем не сажаю, потому что очень жарко в машине, а при кондиционере не хочу, мало ли продует, вот. А так вечером мы садимся, все, она здесь просто, она здесь, это ее стихия. О, Тёмыч подошел. О, а мама где? Не знаю. Тёмка, привет. Привет. Как дела? Нормально. Да? Кто красавчик? Я. Красава. Закрывай дверь, а то у нас кондиционер работает. Ты чё? Не-не-не, мы все в другие стороны направили. Да? Булька. Все забываю, шум. Когда снимаю, кондиционер работает и телефон держу, а оттуда, оказывается, задувает прям воздух такой этот. Красотка моя. Вот и наша мама подошла. Всем привет. И тебе большой привет. Помыла, ничего. В смысле, ничего? Это же прекрасно, как бы. Чистая, свежая голова, Что я хорошо не свежие мысли. Да? Так, что, едем? Да, то есть поехали, давай. Поехали. Дочь, скажи всем привет! Или вы уже здоровались с папой, дочь? Здоровались? Не здороваюсь. Да? Красотка. Нельзя, дочь, по телефону, нельзя. Поехали. Да, поехали. Жара, ребят, стоит третий день. 47 градусов у меня покажет, а время, хотя время уже 5 вечера, да? 5 вечера, 47 градусов, представляете? Потому что днем вообще невозможно никуда не выехать. Сейчас я чуть присыпусь. Вот. Никуда не выйдешь днем, тем более с детьми, это просто нереально. Даже в бассейне днем вода до того нагревается, это просто нереально. Вот. Вот сейчас вечером более-менее, то есть ночью очень было душно. Я уже думал, может взять кондер временно кинуть, подключить, потому что под вентилятором уже как бы. Думаешь, вот сейчас еще 1-2 дня и жара спадет. На самом деле она не падает, я не знаю, как у вас, жарко или нет, но это лето очень жарко, Поедем потихоньку, проедемся, посмотрим. Фикс прайс надо, кстати, заехать. Вот. Не знаю, может в магазине что-то, вкусняшки побаловать себя. Да? Тём, ты что будешь? Картошку фри? Соус? Хорошо. Так, ладно, погнали. Погнали. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Угу. Кстати, классно будет смотреться. Даже на стене. А если Побольше нет? Если сюда еще подсветку. Вот в Икее рамки, вот там. Офигенные рамки. Такие большие, такие вообще. Нет, в этом плане нет. Конечно, когда оно еще вот покрыто краской, да? Вид, конечно, вообще другой. Точно. Что?
Кому это было? А, это мелкие. Ну, что за домики? Ты рисовал. Тебе нельзя, ты такой съешь. Ну да. Сторонник отделка. Вот и что. О, вот это вот, кстати, очень удобно. Вот это, а ну открой. Это что? Складная эта чашка. О, это. Это. Я прикол. Сливное. Это как называют? Так, Дуршлаг, да? Дуршлаг. Дуршлаг, говоришь. Ну, прикольно, смотри, вот так делаешь и удобно хранить. Это контейнер. Какая вид? Ну, удобно. Силиконовая, да? Я не знаю, протекет, нет? Ты сама бегаешь? Пойдет? Как легко, оказывается. Ну, пусть она все потрогает, да? Только не посуду. Ребят, смотрите, как удобно, да? Это тазик. Складная. Да, кстати, тазики есть уже такие детские, помнишь, на Алике? Да, на Алике сейчас. Большие. И ведра есть такие прикольные. Ну, это А цена какая? Если бы я знал бы, что это силиконовая миска, тарелка, набор, ложка. Наверное, 199, да? Я не знаю. Прикольно, да? Хранить, да, сделать. По цвету выберу себе. А там цветов нет. Лера, ты чё? Вставай, дочь. Грязный пол. Грязный. Пойдем туда дальше, там интересно. Пойдем. Пойдем игрушки посмотрим. Пошли. Пойдем со мной. Пойдем. Доченька, пойдем. Пошли, пошли, это хорошо. Пойдем, там много есть. Пойдем, я покажу тебе. Пошли со мной. Дочь. Пойдем. Я тебе много покажу. Пойдем? Чё, если- Она разобьет. Да нет, вот. Вот это? Нет, вот. А, Новая серия. супница. Угу. Ну, мне больше нравится вот это. Мне внутренний рисунок. Они же кружки есть, да, там? Или, я не знаю, сюда завезли или нет, но вообще Ты чё, есть. Тихо, тихо. Пойдем. Сладкая, пойдем. Не хочет. Вера, пойдем. Пойдем, дочь. Доча, пойдем. Не хотела выходить и все, да? Ну а почему мы же на ручке там? Блин, жаль, что здесь нельзя покупать. Что нельзя? Сейчас поедем заберем. Заказали мы фритюми наггетсы. А соус? Соус тоже я заказал. И это. А нам с Наташей гира. Ну, мы одно взяли, он просто большой, это от него плохо бывает от одного. Мы пополам сидим. А там, в принципе, в гира все есть, да? И мясо, и картошка. Это. Вот. Сейчас поедем куда-нибудь на природу перекусим. Да? Да, куда-нибудь в лес темный. Что там? Там это муравьи. Такие муравьи. Когда на озеро здесь рядом стали, вот там дальше людей очень много купается. Солнышко мое за рулем. Да вообще. Тёмка уже кушает. В общем, чуток перекусим и Сейчас спустимся. да, спустимся к озеру, покажем.
Друзья, вы все просили, наконец мы созрели. Вы тоже, конечно, наверное, созрели к просмотрам. В общем, многие интересовались домами. Почем дома? Покажи обзор, что-нибудь. Многие писали, вы дорого купили дом. Ребята, я вам сразу скажу, в нашем районе дорогие дома. Дорогие дома. И чтобы вы тем самым убедились, мы просто сейчас элементарно поедем. Ну, выбрали более-менее дом, да? Да, за такую же цену, как мы купили. Цену, но квадратура не та же. Ну, соток больше земли, по-моему, да? Да. Получается 75 квадратов, по-моему, дом, да? Угу. Вроде торга нет, не знаю. Вот, поедем, посмотрим, сделаем обзор, спросим все по цене, по торгу. Какая оплата, наличка, мат-капитал, ипотека, что проходит, что нет, что с документами и в общем, да. И если что, если кому-то будет вопросы, мы номер телефона можем оставить под видео, как бы, может кто-то, кому-то будет интересно, он позвонит и сам поговорит об этом. В общем, мы погнали, будет интересно. Там уже на месте увидимся. Так, Ну. ребят, мы приехали. Да, хозяйка Вот уже этот там, дом. наверное, мы сейчас Да. пойдем посмотрим. Дочь. Все, она вперед лезет. Красотка. Огород есть, да? А сколько соток за 19. Оформленных. Это же последняя улица, да, получается? Да, там дальше никому. Это к речке, да, или речка не здесь? И речка есть, и поляна есть, и Выход лес. к речке, да? Да. Пойдем посмотрим. Туалет, да? А тут света нету, да? Если Света нет? Нет, ну вот так отгородили, это просто как этот был. Ну, туалет сделали, Да, да? Батарея, кирги. Спальник. Потолки невысокие, потолки, я не знаю, сколько здесь. Метр 72, где-то 2,20, наверное, да, стандартно. Дом, кирпич, саман, что? Самана по кирпичом. Саман, да? Газ есть же, да, все? Да. По коммуникациям все работает, да? Ну, Все да. есть. Нет, отопление все как стандартно, да? Это кухня. Это котельная. Котельная. А кухня маленькая, конечно, совсем. Ну тут надо переделывать все. Давай посмотрим. А что такое свет не надо? Наносить не надо. Это ванна. Что, маленькая? Ну, как стандартно. Ванна, правда, все старого образца. Это все надо делать. Плитка. Ну, квадрата. Раз, 4. 4,5, наверное, где-то вот так квадрата. Получается, туалет отдельно и ванна отдельно. Ну, там перегородку просто, видишь, поставили. Котел ставили. И все. Ну, как отгородили. А кухня где-то сколько квадратов здесь? Кухня маленькая, не знаю, раз, два, три, 4, 5, ну, квадратов 7, наверное, может 6. Где-то. Будем знать. А здесь повыше потолки, смотри. Это, наверное, пристройка, да, была? Нет. Нет? А почему так потолки разнятся? Прям сильно. Знаю. Прям здесь, ну, здесь уже такие, как 2,80. Дочь, отпусти полотенце. Сейчас мы посмотрим. Здесь уже повыше потолки. Нет света. Я не знаю, а вот. Там спальня, но она проходная, да? Тут разуться, наверное. А тут пошли. Ну да. Тут Вижу. разуться, наверное, да, надо было? Да можете потоптаться, Ну, мы так если трудно разуться. Пошли, да. Не спрашивая. Это выход у нас получается. Ну, двор, да? Двор, это проходная, да? Это спальня маленькая. А по документам видно, да, где несу, есть, да, техплан вообще на дом? Ой, вроде все есть, но я не знаю, где тут несущие. а где- Не, ну это понятно, я просто не спрашиваю по документам как бы. Я имею в виду в плане того, что если в дальнейшем делать какие-то перепланировки, это же, ну, как бы, надо знать, да, ну, просто как бы... Я не знаю, если честно. Написано ли это в документах? Если что, если надо будет, я потом пофоткаю и пришлю на WhatsApp. Там есть. По-моему, техпаспорт он сводится к тому, что описание квадратуры и материал кирпич. Или
без шлакоблок. Вот и все. А там несущие, не несущие, это, по-моему. Ну, обычно, не, там как бы как выделяют, там как бы видно даже, да. Хотя даже по толщине не видно. Потому что тут, скорее всего, балки. Это уже по чердаку видно. Это зал, да, получается? Зал, не знаю, это спальня, да? Просто проходные, видишь, комнаты. Ты заходила? Да. Или это на улицу все уходит? Правильно? Да. Ух, конечно, менять надо. Получается, раз, два, две спальни, да? Зал. Сюда. Ой, смотри. Пойдем двор посмотрим. Двор, не знаю, огород. Вон летняя кухня, пойдите посмотрите. Нет, вот отдельная отопление. Это как ее называли раньше? Ну, это нет. Печь АКХ называется. Ну, там раньше как-то интересно так называли, в народе. Все работает, все исправно, только вот отсекатель не работает. Цена вопроса 1700 поменять. Райгаз вот приезжал и по осени мне сказали. Так. Ну я не стала делать, потому что я дом топила, а это не топила. Ну, правильно. Тут... Здесь размораживаться нечего. Так, и землю можно посмотреть? Да, это нам очень хорошо. Ну, так. Пойдемте. Да. Это гараж, да? Какая-то злая. Очень хорошо, что они там держат прохладу, а их очень хорошо держат. И в доме тоже хорошо прохладу, несмотря на то, что такая женщина. Приватник. Кукушку большую. Да? Угу. Гараж. Наверное, соседские. А тут где-то у нее цыплята есть. Я вон вчера приезжала, кому-то тоже приезжали, здесь смотрели, показывали. Даже если ходить, то самой водится. У меня здесь во двору в прошлом году 120 голов тут гусей ходило, ни одной кровинки не было. Ну, сколько земли грех не держи. Так, не свободно, с собой ходить. Это вот конец, да, или нет? Или что? Нет, там еще дофига. А вот это штука. Вы бы ребенка оставили, пойдемте я вам все покажу. Потому что амброзия все-таки там нежелательно. Тоже ваша, да? Просто здесь сетка как бы из этого смотрю. Да, сначала был огород, потом просто тут воды мало поливать. Тут скважина есть, но мало воды. И мы там дальше сделали, там большая скважина. А вот это тоже ваш навес, да? Да. Короче, хозяйство капитально держали. Да, мы держали свиней, быков, мудрей, баранов, индюков, гусей, у нас тут все было. Ах, ну тут большой тут. Так вот штук 5-6 голов вот так. Там у нас было для маленьких телят. Там нутрии были, поросятки вот так. Ну да, тут не маленький. Ну, не маленькие. Даже по все еще. Да, большой. Только работать надо. Если кто не хочет держать хозяйство, то лучше этот дом не покупать. Потому что очень много работы будет по выкашиванию грунта. Да, конечно, ну это. Сюда по-любому надо запускать кого-то, потому что это вообще здесь говорится. Я по осени все так вычистила здесь хорошо.
А ну тут один раз дождь прошел, уже все. В этот второй, еще вот здесь вот ворот, если мы туда не полезем. Ага. Просто пустырь вот так до соседей. Ну, мы тут сено складывали, когда держали, вот так у нас стога сена. Ага. А это задний выход, да, получается? Вот еще один сарайчик. В общем, целая ферма. Тоже не маленький, какой большой. Сейчас дадут понести. Вчера открыла, сегодня уже не помню. Ух, а тут. Вот этим мы пользовались огородом. Вот тут скважина, насос. Это для по хозяйства. документам тоже, да, еще земля Нет, идет? по А, документам всё. вот до сюда. Все, это уже этот. Да. Ну, люди сами себе. А в принципе, кому оно нужно? Это никому. Это уже речка, да, получается? Вон там болото, речушечка, вот туда дальше лес, да. Вот это вот все вот так поле. Это зады, это что у нас получается? Как-то Еще я не Прохорская. Вон там бенсовхоз через лес. я А, туда в школу все, это ходила, вот, так. все, Вот все, так все. вот через лес, Ага. вот тропиночка и к школе выходит. Все, она. все, я понял. Тут что-то как-то Да, вышел, я я туда не. ходила. А вот так вот у вас отсюда вот так подъезд для сена, для зерна. А, машины, выезд вот так. есть отсюда, вот, да? Да, вот так мы вот так ворота открывали. Ну, конечно, это повыпилить все надо, если машину загонять. Понял, понял. Ну, конечно, места очень много. Этой земли. Да, как бы при желании вот это можно оформить, не знаю. Ну, пока не посчитали. Да, ну и нужно. я думаю, никому не нужно, и за это никто и спрашивать не будет. Ну, если честно, мы вот это продлили, я не знаю, мне, наверное, еще лет 10 было. Сейчас мне уже почти 40. И никто за 30 лет ни разу не спросил. Ну, я же говорю тут. Если Ва- бы там кто-то собирался бы строиться, может быть, за этот кусок бы был какой-то разговор. Да, А да. там уже всё. Крайней улицы, тем Да. более лес здесь. У нас Это не просто тут- Москва. Мы сюда, да, навоз свозили, тут была хорошо удобренная земля и подлива, тут яма большая, вот это много воды было. И для хозяйства шланги так протянули, везде наливали. Ну, вот. Так, а вообще по цене и по... Ну, торг есть, если что? Нет, а куда дешевле? Не, ну я не знаю, как. Скромный торг, может. Ну, мы назвали с братом цену, которая нас минимально устроит. Ага. Вот. Мы дом давно хотели продать. Мама еще пока живая была, мы и хотели маленькое купить. Нам тяжело было вот это все финансово содержать. Я имею в виду, если вдруг серьезно, можно будет поговорить. Ну, навряд ли. Мы только начали продавать, если честно, и мы считаем, что мы продадим и за 1,5. Ну, Потому что у я нас вас очень много понял. людей заинтересованных. Просто одним ипотеку не одобрили. Вот. А другие сейчас хотят свое в селе продать и переехать в райцентр. Как бы тоже они, ну, если они успеют продать до того, как мы продадим. как бы. Угу. У нас много заинтересованных, много желающих. Понял, я вас понял, я вас Поэтому, услышал. Не знаю, за 5000 рублей, если у вас есть смысл вести разговор. Не. то так Не. Я вас понял, хорошо, услышал. Разницы нет. разницы нету. Нету, да? Можете ему звонить, можете мне. С улицы снимешь? С улицы, да. 20. Откуда заходит? А, отсюда заходит, да? Да, с той стороны, да, заходит, получается, или как? Нет, наверное, просто не хорошо. Ой, а куда он заходит? Я просто трубу не вижу, как будет. Вот, ребят, дом. Крыша, это все 1,5 миллиона. Забор. Ну, если честно, сама переодевается. Это уже все? Да, просто кондер не будет. Отдаленность до школы, в принципе, небольшая. Здесь метров еще 400 и будет школа, да? Дорога вниз спускается, дорога, конечно, не важная. Ну, ямы, оно как бы понятно. Но нету такой глины, да, где можно застрять, как бы гравийка, да? Единственное, насчет дома, да, что можно сказать.
единственный, это самый большой плюс, да, вот она как сказала, тот, кто будет держать хозяйство, это вот плюс там 19 соток, плюс еще сзади вот эти огороды они огородили. Это еще там, а можно еще соток 20-30 брать, это туда к лесу, там люди баран пасут. В общем, хозяйство, да, разводят. Прям конкретно хозяйство. Если держать, это, конечно же, ну, прям, вот, держи не хочу, да, там к речке выходит, лес, короче. В плане этого, ну, вы видели, там какие бурьяны были, кушеры. Вот, это все нужно выдергивать. Что по коммуникациям? По коммуникациям все есть, вода, свет, газ, но воду по-любому нужно менять, потому что подвод старый, его никто не менял, это уже сколько времени прошло, да, вот с каких пор она там, как сказала, это уже, наверное, лет 30, если не больше. Не, ну там все надо менять, и это... Ну, начнем с этого, да, потом. Отопление полностью, вы видели, отопление старое, котел очень-очень старый. Ну, опять же, для кого-то может и пойдет этот котел, но я знаю, что он потребляет просто нереально им топить столько, да. Туалета по сути нету, там просто, во-первых, очень низкий потолок, я не знаю, почему так получилось. Ну да. В доме в самом потолок где-то 2,80, да, может 2,70, а там прям 2,20, может даже меньше, да. Кухни там нету, считайте, кухня это вот как в коммунальной квартире, да, ты сел, там кухня, я бы сказал, Да. квадратов 6, это максимум. Там даже гарнитур почти не 6, и поставишь. опять же в этой кухне же находится котельная, да, по сути, Да, так сказать, это даже не кухня. Вот. Ну кухни, в общем, нет там. Кухни нету, ванну вы видели, ванна в ужасном честно состоянии, вообще просто это все переделывать, туалет нужно делать. Потом мы заходим, получается комната, она ни туда, ни сюда, с нее как бы, вот с нее ладно можно было сделать кухню, да? Да. Дальняя маленькая спальня, слева был бы зал, и зала вот вторая спальня. Получается, по факту у нас было бы две спальни, ну одна более-менее, да, и другая детская, да, и получается кухня и зал, да. Да. Вот, что мы имеем? Полы деревянные, в двух комнатах более-менее, в третьей я чуть не провалился, на самом деле, они аж прям, а Велберис нам не дадут? Не знаю, посмотрим, давай. Давай спросим, да? Давай. Без кода, да? Они же наш знают. Ну да, можно спросить там. Сейчас мы заедем и продолжим, ребят. Что, мне пойти? Да, пойди. Это... Что, забрал? Да. В общем, супераппарат мой. Это адаптер на... в общем, на болгарку. Болгарка цепляется, тоже заказал болгарку, чтобы делать запил 90 градусов. Стрел. Да, может, дома покажу. Ну, ладно, поехали. Это рвется. Хорошо, хорошо. Так. Кондер, наверное, чуть потише, не знаю. Слышно вообще нас? Ну, нас, да, конечно, слышно. Так. В общем. Сейчас. Давай сделаем так, да? Ну, у нас как бы объективность своя, да? В плане дома, да? Мы можем объективно рассуждать, да? Что там плохо, что хорошо, да? Опять же, да? Кому-то, возможно, даже это пригодно для жизни, он будет там жить, да, и радоваться жизни, да. Вот. Кому-то, может, вообще условия не нужны, и он просто покупает это ради земли, да, чтобы держать хозяйство, соответственно, да. Сам дом, в принципе, снаружи он вроде свежий, да, свежей постройки. Я трещин не заметил на фундаменте, чтобы где-то он был треснут, да. В остальном все внутри, ну, конечно, все нужно делать. Все нужно делать, и он маленький. Для Да. нашей семьи и вообще для семьи молодой он... Да, есть летняя кухня, но опять же там отопления нету такового, там подвод трубы есть, но стоит вот это. Ой, ребята, как и раньше. Просто печка стоит, внутри форсунки стоят и отапливает, да, газом, и от этого она топится, да. Опять же там очень низкие потолки, очень низкие. Не договорим про дом. Мы сегодня ехали и заметили шикарный дом. И шикарные ворота. Шикарные ворота, вот шикарные ворота. Мы хотим просто постучаться туда. И узнать, кто их им Надеюсь, там хорошие сделал. люди живут и нам они ответят, да, и как бы нормально, да.
Друзья, вот он дом, да, тоже красиво сделали, клинкерный кирпич, светлая расшивка, да. Вот ворота, посмотрите, как красиво оформили. Вот. И вот и забор, и сами ворота, посмотрите, да. Вот мы в этом плане хотим. Только Ну, может быть, ворота светлые хотим. Да. Ну, вообще идеально все. Крыша, вот такую крышу хотим, но только серого цвета. Ну, в общем, типа того. Хотели узнать, сколько они. Никто не открывает. В общем, друзья, давайте так, мы сейчас уже прерываемся, то туда заехали, то сюда, мы все не договорим. Что мы хотели сказать? То, что за 1,5 миллиона мы купили хороший дом. Я имею в виду даже ту квадратуру дома, да. Взять те же стены, у нас крыша бодрая, она пускай не с металлочерепицы, но она новая, да. Это раз. Очень высокие у нас потолки. Это два. Планировка у нас вообще идеальная. Отличная просто. Отлично. У нас 3 спальни жилых, да, это ты думаешь, 2 детей, наша. У нас громадная будет гардеробная. У нас просторная ванна, у нас отдельно котельная и у нас большая кухня-гостиная. У нас 110 квадратов. Единственный минус, да, у нас нету земли. Не сравнится, конечно, 19 соток, да, вы видели какие там ангары. Там можно держать коров, свиней. Конечно, это тоже все нужно силы, да. У нас всего 5 соток, даже, по-моему, 4,5, да. Но все равно на этих сотках мы умудряемся выращивать овощи, которых нам хватает с головой, да, даже можно... Даже слишком. Даже слишком. Кто-то говорил сад, ребята, пожалуйста, альтернатива, есть декоративные деревья, которые сажаете, кстати, вот сады посадили у нас в селе соседнем, вот такие яблони, ну они облеплены, просто на них урожай, ну нереально, ребята, просто нереально урожай. О чем мы хотели поговорить, суть вам довести, да, вы уже сами смотрите, пишите в комментариях, да, ваше мнение, да, я лишь привел пример, взял альтернативу, и здесь торга вообще нету, ребят, в этом доме нету торга. Люди убеждены, что они продадут этот дом за 1,5 миллиона, и, возможно, они его и продадут. Но в районе у нас цены такие, я ничего не спорю. Если чуть дальше от райцентра, конечно, за 1,5 миллиона можно хороший дом найти. Вот, давайте плюсы какие подведу, еще раз, да, это много земли, нереально много земли. Там много хозпостроек, просто нереально, сразу прям коровы, свиньи, заводи не хочу, да, там как, все это есть, да, в этом плане. Какой еще плюс? Ну, в принципе, школа недорого, да, крайняя улица самая, там, в принципе, тихо, спокойно, не шумно, да, машин так не ездят, да, соседи вроде нормальные, вот. В остальном всем, если выбирая, покупая дом, какие там минусы, ребят, ну сами видели. Ремонт нужен под 0, считайте, в доме. Неудобная планировка, это раз. Проходные комнаты, не знаем, стены несущие или нет, можно ли их убирать. Можно сказать, практически все остальное нужно переделывать, как и у меня дома, да? Так у нас в итоге получится дома, там не получится. Там, ну, его нет практически. Там нет комнат. Да, нету комнат, это будет, ну, не... Маленькая, 2 спальни всего будет. 2 спальни, я объяснял, кухню можно будет сделать. А где была кухня, это, конечно, не пойдет. Это все нужно делать под котельную отдельно. Возможно, какую-то маленькую гардеробную добавочную делать. Опять же, туалета же нет. Если эту прихожку все расширять, ну, да, конечно, там передела намного больше. Поэтому, друзья, я не знаю, сами, судите сами. Я вам показал плюсы какие-то, сказал минусы, если вам было интересно. Если вам интересно, мы можем еще снять несколько. Да, мы можем снять. Я заговорю за эту ценовую политику, да. Мы, конечно, можем поехать и за 3,5 миллиона снять. Я вам скажу, там немного лучше будет дом. На самом деле, вы не удивляйтесь, а скажете, как за 3,5 миллиона. Есть такие дома, которые, я вам скажу, там ничего, там прям супер нету такого. Все даже, кстати, можно, да, какой-нибудь такой снять? Можно запросто. Я не хочу не хаять сейчас никакой дом, да, что-то говорить, вот там он все, знаете, там. Судите сами, да, просто вы пишите, да, что Федь, ты купил дорого, да, за эти деньги можно было там то-то, то-то. Пожалуйста, я вам показал за эти деньги дом. Вот смотрите на наш дом. Ну, я его переделываю, да, на что он начинает похож быть, да. Сейчас я заеду. Просто знаешь, что еще хочу сказать? В плане, когда мы переезжали, в нашем доме можно было жить. Ну, у нас какая-никакая ванна стояла, да.
какая-никакая кухня была даже, да? Да. Ну, сейчас туда практически невозможно. Не, вы там видели, невозможно там просто, жить. ну, не знаю как. Сами напишите, да, об этом. Красотка, это все, это гонщица, это все, она не может без машины жить. Все, Давай кондер как-то выключать, наверное. Да? руль она этот. Вру. И давай покажем, что мы заказали. Так, друзья, что мы заказали? Как вы все знаете, мы полюбили теплые полы. И во всем доме мы сделали практически теплый пол. Но сейчас у меня получается, нужно будет сделать 3 контура. Это коридор, та сторона, гардеробная и вот этот маленький коридор. Итого уйдет 3 контура. У меня их уже не хватает, потому что один контур я забрал на спальню. Вот. И я сделал добавочно, купил я Тим. Вот такая инженерная сантехника. Это, в общем, коллекторная группа. Коллекторная группа, вот, с расходомерами я взял на 3 контура, видите? Сколько он мне обошелся? Что-то я дешево купил на самом деле. Около 3 с чем-то. 3 с чем-то, а мне здесь 7,5 тысяч зарядили или меньше. А я на Велбери зашел, ага, посмотрел, а там такая красота продается и по этой цене, да? Поэтому, ребят, перед тем, когда что-то покупать, просто зайдите на Озон. Ну, у Озона многих есть, да, жалко, что у нас Да. на Велберис, пожалуйста, вот привезли. Я все посмотрел, все четенько, все хорошо, все классненько, все отлично. Сейчас я подсоединю, чик, туда остальное бабах и все. В общем, у меня это есть, скоро моя система соберется. В общем, мы собирались А. делать теплый пол только в гостиной и в коридоре, а получилось во всем Ну, доме. да? правильно, я не расстраиваюсь. Потом Вот я щас. купил вот такую классную штуку, но я надеюсь, что это классная штука. В общем, ребята, это я долго искал, думал, дочь, ну хоть балуется. Что мне делать, потому что машинки, которые делают запил под 45 градусов, во-первых, они хорошие, они дорогие. И ну, у меня смысла нету на один раз на ванну покупать эту машинку. Я нашел вот такую штуку, это адаптер. Сюда подсоединяется наша болгарка. И с помощью вот этого адаптера мы делаем запил под угол 90 градусов. Стоит такая штука, по-моему, в районе 3000 или 3500, да? Ну, в общем, мне дешевле это было купить, нежели покупать какой-то хорошую пилу по керамограниту. Она стоит, вы сами знаете, более-менее минимально профессиональный, начинается от 15-20 тысяч. Я купил хорошую, ну как сказать, нормальную болгарку и думаю, что у меня все получится. Просто запил нужно будет делать на окна под 45 градусов я хочу. Я не хочу прилаживать плитка к плитке или вставлять что-то, хочу, чтобы красиво получилось. Ну, я надеюсь, что у тебя получится. Я буду стараться, конечно. Я еще жду мои диски по керамограниту, которые будут шлифовать и пилить. Короче, в общем, я думаю, справлюсь, вы мне поможете. Так, дочь, это все уже. Так, ну Всё? мне пора видосики эти выпускать. На Да. наш второй канал. Или на наш первый канал. Может, настолько каналов, ребята? Все, давай. Бабуська, хватит там Пойдем. все. Сейчас я ворот забрал. Лер, пойдем, доченька. Все, хватит. Хватит, да, дочь? Все, пойдем. Друзья, ну в общем на этом, наверное, мы все. Будем заканчивать наше видео, наш обзор. Ребята, вы обязательно напишите, понравилось ли вам данное видео, нужно ли делать такие обзоры на дома. Вот, если вам понравилось, то мы обязательно еще съездим. Да, ребят, мы не просто так смотрим дома, мы хотим что-нибудь прикупить. Либо землю, либо летний домик, может быть, там, для посадок и так далее. Поэтому сейчас мы присматриваемся. Если вам интересно, мы будем дальше снимать такие обзоры. В общем, время покажет, что как говорится, цены каждый день растут, и, возможно, где-то удачно попадется, может, какой-то участок мы, да, и приобретем. Вот. Ну, конечно же, у нас пока дома дел хватает, и ремонта, и все, пока еще до ума довести, да, вы сами знаете, кто делал ремонт, это очень-очень много еще, что нужно сделать. Мы будем заканчивать, как всегда, на позитивной ноте. Я вам всей души пожелаю счастья, здоровья, любви, удачи, и пусть, как всегда, у вас будет все хорошо. Всем счастливо! Всем пока! Давайте, скоро увидимся.